кто заинтересуется в перспективе той презентации, которая будет иметь место, к организаторам обратитесь, мы разошлем электронные версии данной презентации. Значит, господин Michaei Jong представляет разделку полутуши по так называемому японскому способу. Японский способ разделки туши очень близок к тому способу, который рекомендует наш Институт мясной промышленности для российского рынка. There are two parts of it. There's a rib-end portion and a leg portion. Здесь две части. Одна, которая относит... Одна реберная часть, одна часть к бедру. The rib-end portion will typically sell for 20% less than the center cut section. И если мы берем стоимостную часть этой части, значит реберная часть будет продаваться определенно на 20% дешевле. I started with a very simple cut. This is very popular all over, I'm sure, in Russia and in Japan Я as начал well. с очень простой нарезки, и я знаю, что это она знакома и популярна везде, и в частности в нашей стране. Значит, что я знаю, что делают с этими кусочками японцы? Они посыпают это панировочными сухарями, так же как шницель, и затем они это в духовке готовят. On the pan or in the oven? In the pan, it's deep fried. Deep fried. Deep fried, yeah. Запекают на сковородке, обжаривают. Не запекают, обжаривают на сковороде. Yes. The second thing I produced is something that the Japanese call yakiniku. Следующая нарезка – это то, что японцы называют якунику, если я правильно произношу. Translated, that means a very small pieces of meat for grilling. В переводе это значит очень маленькие кусочки для гриля. They cut it between 5 and 7 millimeters. Нарезка идет, толщина кусочка от 5 до 7 миллиметров. So it's very thin. То есть он очень тоненький. And cooks very fast on an open grill. И обычно это готовится на открытом гриле, и процесс гриловки, можно так сказать, происходит очень быстро. Very delicious for drinking beer. Это очень хорошая закуска, например, для пива. The next thing I'm going to attempt to cut is shabu shabu, which must be cut very thin. This meat is very soft, so it's very challenging to cut that thin. Следующая нарезка, которую я буду представлять, это нарезка так называемая шабу-шабу. Для нее требуются очень тонкие кусочки. Тот кусочек, который у меня, он уже нагрелся, и он мягкий слишком, и трудновато. So you recommend when it is frozen, yeah? Well, yeah. In Japan, they have a special slicing machine to do this. Прежде всего в Японии существует специальная машина для нарезки подобных вещей, именно тонких. The tolerance is 2 to 3 millimeters. Значит, и толщина кусочков для шабу-шабу должна быть от 2 до 3 миллиметров. This is why firmness of both meat and fat is so important to the export market. Поэтому очень важна именно как бы твердость, плотная консистенция кусочка и жира. Because sloppy meat will not slice on these slicing machines. Ну, естественно, все понимают, что размягченное мясо, оно не будет хорошо резаться на этом оборудовании. The sun is coming out. What's coming out? The sun. Выглядывает солнце. So, I was not able to slice this 2 millimeters, but I will talk about it. Мне не удалось сделать толщину слоя 2 мм, но я поговорю немного об этом. Shabu shabu translated means swish swish. Шабу-шабу значит свиш-свиш, ну, движение листьев в ветре.
на ветру. And what the Japanese do is they take the very thin slice, they put it in boiling water or broth. Японцы опускают очень тонкий кусочек в кипяток или кипящий бульон. They swish it very quickly 2 or 3 times. Они болтают, поворачивают 2 или 3 раза. The meat, because the meat is so thin, it cooks very, very quickly. Из-за того, что мясо такое тонкое, оно варится очень быстро. They then enjoy it hot or cold with a sesame or a peanut sauce. Они потом потребляют это мясо либо в горячем, либо в холодном виде с соусом из кунжута или из арахиса. Very delicious. Очень вкусно. Next, I'm going to show a slight variation on a different way of selling a loin. Сейчас я покажу вам другой вариант, как можно продавать эту корейку, карбонат. This is called a butterfly chop. Вот это мы называем форму бабочка, отбивной в форме бабочки. And you simply cut almost through and then through to open it up like a book. Ты дорезаешь, но не до конца, чтобы этот отбивной открывался как книга. So you double the size. Таким образом получается двойной размер площади куска мяса. And can also be used for stuffing cheese and ham, Также можно фаршировать spices and этот herbs. кусок травами, специями, сыром, ветчиной. This is also very popular in North America Это очень популярно именно в Северной Америке and available in many sizes. и продается во многих размерах. The next thing I'm going to show is another variation on the butterfly pork chop. Следующий я хочу показать другой вариант этого отбивного в виде бабочки. And what I've done is I've cut a thicker butterfly pork chop. Вы видите, я сделал его чуть-чуть толще, чем в первый раз. I've closed it up. Я закрыл отбивной как книгу. I've turned it over. Я перевернул его на ту сторону. And now I've cut 2 pockets inside each half piece. И прорезал 2 кармана в каждую половину куска. Within these pockets I will then put ham and cheese or spices or a bread stuffing. Внутри этих карманов я буду фаршировать либо сыром, либо ветчиной, либо крошками, что-то с интересным вкусом. Then I will fold it up. Потом я все буду складывать. And when it cooks, the seal will close in and keep the stuffing inside the meat during the cooking process. При варке будет все закроется, и то, чем я фаршировал это мясо, останется внутри. This is very popular in Italian stores in North Это America. очень популярно в итальянских магазинах в Северной Америке. Now the next thing I've done is I've simply split the eye open. Следующий вариант, я просто взял глазной мускул и разделил его пополам. I've done this to reduce the size. Я это делаю для того, чтобы уменьшить размер его. This allows me to manage the price point that the consumer will pay for this. Это позволяет мне получить больше денег за один и тот же кусок. Грубо говоря. In North America, many pieces are sold by the piece. В Северной Америке очень часто покупают не за килограмм, а за кусок. And by splitting the loin, I've reduced the loin eye size that will bring down the value. И порезав на 2 части, я практически удвоил свою прибыль. This piece of meat can also be used like a fish fillet. Такой кусок мяса тоже можно использовать как рыбный филе.
If I score the inside of the meat and rub in spices and oil and flavor, Вот сделав такие регулярные разрезы по поверхности куска мяса, и если я буду втирать туда вкусовые добавки, какие-то, может быть, специи, I can grill this on an open grill or in an oven. тогда это можно жарить на гриле или в духовке, и это будет очень вкусно. The next thing I want to show you is it's a Swiss style of stuffing a loin. Теперь я хочу показать фаршированную корейку по-швейцарски. Many people simply butterfly it open through the middle and open it up. That's very common. Многие просто делают такой разрез в виде бабочки, как я уже показывал, но горизонтально, видите, горизонтально этот раз. But many chefs do what we call a double butterfly. А другие делают так называемую двойную бабочку. Вот, сделав один порез, мы теперь делаем вторую. So Получается, по горизонтальной части мы разделили на четверти уже. what I've done is cut into the side and then turned it over and cut the bottom То есть я разделил пополам, потом каждую половину я делю to open it up like a book. пополам, и получается открыто как книга. I now can add spices and flavor and cheese. Теперь опять же можно добавить сыр, специи, какие-то другие вкусовые добавки. Roll it up nice like a spiral. Заворачивается красиво в виде спирали. The inside parts will cook very evenly. И внутренние части будут очень равномерно вариться. Рулетка по-русски, да. Только он сделал не в 4 части, как я переводил, а именно в 3 частях. Сделал книгу из 3 Next страниц. I'll cut the pork tenderloin. Теперь я хочу показать, что можно сделать с вырезкой. This is the specification that we sell to Japan. Вот именно такой товар мы продаем в Японию. We call this head-on because it includes the base of the tenderloin going into the leg parts. Мы This is the head. называем эту вырезку с головой. Почему? Потому что эта голова – это та часть, которая соединяет вырезку с окороком. And it can be cut many ways in many thicknesses. Тут резать можно по-разному, и разные толщины возможны. Can also be butterflied, Тоже можно сделать в виде бабочки. like this for a slightly bigger presentation. Вот тогда получится чуть больше площади мяса. Can also be double butterflied, like I just demonstrated. Также можно сделать двойную бабочку, похоже на то, что я только что показал вам. Or simply split down the middle, Или по вертикалу можно делить пополам. grilled like this, Тогда можно жарить на гриле, or stuffed as well. или опять же фаршировать. That's fine. No. Next, I'll work with the collar butt. Теперь я покажу вам обработку шейки. We call it a collar butt in Japan. I believe in Europe we refer to this as a neck. В Европе это называется neck, в Японии мы это называем collar butt. There are two parts. There is the loin end Есть два конца, конец со стороны корейки and the neck end, where we call the crown end or и the neck конец end. со стороны шеи. Мы это называем коронный конец. Regular steaks are very popular. Вот обычная свиная отбивная, очень популярный кусок. In Japan, they also make yakiniku, that same cut, В out of Японии они this тоже same делают cut. якинику таким образом. And it's made exactly the same way. Explain to me what you did. A 5 to 7 millimeter slice, and then sliced again to make Я делал the small очень pieces. тонкие разрезы толщиной от 5 до 7 миллиметров. Потом с этими разрезами я их поделил пополам.
И получается 5 разрезов умножить на 2, получается 10 маленьких кусков. This is also Japanese style. Вот это по-японски. If I could slice this 2 millimeters, which I cannot because it's very soft, Вот это мясо очень мягкое, поэтому мне не удастся сделать это правильной толщиной. Я бы показал вам 2-миллиметровый разрез. but if it was firm, it would slice that thin, and it could be used for shabu shabu as well. Вот если бы это мясо было чуть-чуть тверже, то можно было бы использовать его тоже для шабу-шабу. The Koreans enjoy a regular centimeter thick full cut steak. Корейцы очень любят свиную отбивную, которая толщиной всего лишь 1 сантиметра. Again, this is centimeter. Yeah. And again, this is cooked on a barbecue, Это варится в стиле барбекю. and you can see that it's very thin, so it cooks very fast. Как вы видите, очень тонкий кусок, поэтому жарится на гриле очень быстро. Also very delicious with beer. И очень хорошо этому блюду идет пиво. The neck is also very versatile Шейка — это очень разнообразный отруб. for making different sized cubes or sticks or pieces Из нее можно делать палки, можно делать кусочки, можно сделать кубики for many different applications. для разных целей. In North America, we call this shoulder country style rib. Вот в Северной Америке мы это называем шейка по-деревенски. I'm showing you multiple ways of merchandising the same piece so that you can increase the variety of the meat that you sell. Я всего лишь показываю способ увеличить количество ассортимента вашего проданного товара, используя один и тот же кусок мяса, So that you can sell more. чтобы вы продавали больше товара потребителям, которые требуют тот или другой товар. The last thing would be to use this as also a roast. Еще можно в виде роста это продать, изготовить, как это? Запечь. Either like this or opened up as I demonstrated with a butterfly cut. Либо в полном составе, как я показываю, либо разрезать сверху в виде бабочки, как я уже вам показывал. Next, we're going to work with a belly. Теперь давай посмотрим, что можно сделать с грудинкой. I have, we call this a single rib square cut belly. Это мы называем квадратный отруб с индивидуально вытянутыми ребрами. Those of you who work with bellies see that much of the belly has been cut off. Как вы видите, это обряженный кусок в хорошей форме. This specification has a very, very high value in Asia. Именно вот этот отруб мы продаем с большой ценой в Азию. If you noticed the slide I showed you, export premium potential, you might have noticed that the belly had 50% potential. Вы помните, в моих слайдах я показал вам потенциальные надбавки. Самое большое в процентном соотношении надбавки относится к грудинке. То есть, если продавать его в Северной Америке, он стоит столько-то, а если продавать его с правильной обработкой в Азии, он стоит аж на 50% дороже. So, developing specifications for the table meat market for a belly is very, very, very profitable to your cutout. Очень прибыльное дело вот разработать разные спецификации для использования грудинки. In Korea, the belly is enjoyed about a little over a centimeter thick, Вот в Корее small pieces. любят такие мелкие куски толщиной где-то чуть больше 1 сантиметра. Also sliced very, very thin for shabu shabu as well. Тоже это можно резать очень тонко для шабу-шабу.
and can also be butterfly cut to open it up so it's a larger portion for grilling. И также можно сделать разрез в виде бабочки, как я уже показывал, чтобы для гриля получилось больше площади самого мяса. The Japanese also enjoy a piece of belly like this, tied together. Японцы очень любят кусок грудинки в таком виде, завернутый. Then cooked in a soy sauce mixture with salt and sesame oil. Это варится в соевом соусе, очень медленно варится с солью и с определенными специями. And then enjoyed either hot or cold, or in soups. Very, very delicious. Они это едят и в горячем виде, и в холодном виде, и тоже в супах. Супах. What I've done is I'm using a scoring tool. Теперь я использую, как вы видите, мелкую разрезку. Which allows me to cut the surface of the fat in nice, even pieces. Это позволяет сделать очень равномерные и аккуратные разрезы по поверхности жира, самого жира. This tool can be used for skin on or skinless. Этот инструмент можно использовать, если присутствует шкурка и если отсутствует она. And it allows the heat to penetrate the belly faster. Вот сделав такие разрезы, тепло проникает быстрее к мясу грудинки. It also allows for the belly to be folded nicely around. Также позволяет складывать аккуратно куски грудинки. And then skewered. Потом вставить на шпажку. Like so. Проткнуть шпажкой и получается шашлычок такой. So, also yakiniku, as I said. Еще я объяснил вам блюдо якинику. Small pieces for grilling. Это небольшие куски для жарки на гриле. Also very popular in Japan and Korea. Тоже очень популярно в Японии и в Корее. Like this. Берешь полоску, потом делишь пополам. One more piece. Горизонтально. Еще один кусок должен быть. I want to show you one more piece, and then if there's time, I'll show you the leg pieces. Я хочу показать еще последний кусок, потом, если время позволит, я вам покажу, что мы делаем с соком. Does anybody know what this is? Кто мне скажет, что это такое? Jowl. Да, шикарина. Pork jowl. Свиная шикарина. We all sell this mostly for trim. Мы For это продаем, 30. как правило, просто на область. Свиную область. The fat texture is very soft. The muscle texture is very soft. Жир здесь очень мягкий, мышечная ткань очень мягкая. It's very good for soft sausage production like metwurst or liverwurst. Очень хорошо для производства мягких колбасных изделий, типа медворс или ливерворс. But a low valued item. Но достаточно низкая цена. Generally sold for further processing or sausage making. Обычно продается для производства колбасных изделий, на Западе это считается низкая цена, или на дальнейшую переработку. What the Japanese have taught us is there is a muscle inside the jowl that has a very high value to them. А японцы научил нас, что внутри шиковины есть один мышечный компонент, который имеет очень большую цену для них. We call this the crescent muscle or half moon muscle. Мы это называем полумесяц. It's only 20% of the jowl. Этот кусок составляет всего 20% от общего количества мяса в шиковине. I want to make one for you to show you the yield, just so you can understand where this little muscle is. Я хочу все-таки вырезать этот мускул, показать вам, чтобы вы поняли, о чем идет речь.
So first you must remove all of the gland material. Сначала снимаются все гланды. And the glands get thrown away? No, they can go back. Some people use them in trim. А что с гландами, я спрашиваю? Он говорит, ну это можно куда угодно запустить, на обрез, допустим. And then the back part of the fat is then trimmed to specification. А потом заднюю часть жира нужно обрезать до определенных стандартов. Some customers prefer up to 8 millimeters of fat. Некоторые клиенты требуют до 8 миллиметров жира, Some only 3 millimeters of а fat. некоторые требуют только 3 миллиметра жира. So, what I've produced for you, 20% of that jowl is now what we call a trim jowl steak. Вот то, что я произвел для вас, это 20% от общего количества мяса. Это мы называем уже отдельный стейк из щековины. The Japanese call this P toro. Японцы это называют питуру. Toro, of course, is the fattiest part of the tuna and most expensive part of the tuna. Торо это на самом деле самый жирный и самый ценный часть тунца. This item is a real specialty in Korea, parts of China, Hong Kong, and Japan. Это продается как деликатес в Корее, в некоторых частях Китая и Гонконге. And I will ask the chefs to cook these off Я попрошу, чтобы шеф-повара у нас все-таки приготовили нам такие досы, чтобы вы попробовали это мясо. so that you can see how delicious this piece of meat really is. Чтобы вы поняли для себя, насколько на самом деле вкусный данный кусок мяса. When you talk about marbled meat, Когда речь идет о мраморности мяса, the marbling and the texture in the jowl is very, very unique and very flavorful. мраморность и текстура вот в щековине – это уникальная вещь с очень интересным вкусом. It's cut in many, many ways Режется по-разному and many, many thicknesses, и с разными толщинами. but always across the grain and at 45-degree angle. Но всегда с разрезом 45 градусов через направление волокна. Да, спасибо. You can see В отношении к направлению волокна, да. how delicate and how fine the marbling is on this piece of meat. Вот посмотрите, вот настолько тонкий и настолько красивый мраморность в этом куске мяса. If you have a meat plant, I urge you to try it. Кто из вас имеет собственное производство, я очень рекомендую, чтобы вы попробовали производство такого куска мяса. You can take this steak and just simply grill it or roast it about 20 minutes. Вот такой кусок можно жарить на гриле или в духовке 20 минут. And then try it with just a little salt. It's absolutely delicious. Слегка солить и попробовать. Это абсолютно, это безумно вкусно. I think that's time. Все, время закончено. Thank you. Спасибо.